Для очень вкусного блюда я беру один крупный кабачок. Он весит 500 граммов. Кабачок нужно натереть на средней или на мелкой терке. Это очень удачный рецепт. В нем не нужно отжимать и сливать сок из кабачков. Всю пользу кабачка, все витамины будем использовать. Отлично. Известный факт. Кабачки идеально сочетаются с укропом и с чесноком. Поэтому я мелко нарезаю несколько веточек ароматного душистого укропа. И пропускаю через пресс 2 зубчика чеснока. И сразу же укроп с чесноком делают нейтральные кабачки потрясающе ароматными. Дальше будем добавлять сюда яйца. 3 штуки. Добавим немного черного перца и посолим кабачковую массу по вкусу. Я кладу немножко больше, чем пол чайной ложки. Все это нужно хорошо перемешать. Ну и также понадобится 1 стакан муки. Для вашего удобства количество называю в граммах и в миллилитрах. Это 250 миллилитров или 140 граммов. Ну и опять перемешаем это тесто до однородного состояния. У нас получается замечательное тесто на кабачковом соке. Сковороду разогреваю на среднем огне. Наливаю немного растительного масла для жарки. Наливаю сюда тесто, как на обычные блинчики. Только помогаю ему распределиться. Такие блинчики готовятся очень быстро и пахнут невероятно аппетитно. Когда практически весь блин стал матовым сверху, а снизу зарумянился, блинчик переворачиваем. С другой стороны блинчик также получается очень красивым. Готовьте такую вкуснятину на здоровье. Помимо того, что они вкусные, их еще и готовить очень просто и быстро. Смотрите, эти блины не прилипают к сковороде и их легко переворачивать. Я уверена, что попробуйте один раз и будете потом готовить постоянно. Так что готовьте на здоровье. А также не забудьте подписаться на канал. Нажимайте колокольчик под видео, чтобы вы могли видеть новые интересные рецепты. На сковороде диаметром 26 сантиметров получилось 8 замечательных блинчиков. Так что выход готового продукта довольно большой. Я хочу поблагодарить вас за то, что ставите лайк под видео. И за то, что выражаете свое мнение в комментариях в доброжелательной форме. Давать такие блинчики можно со сметаной, с йогуртом или с кефиром. А я хочу пожелать вам крепкого здоровья, побольше радостных событий в жизни и мирного неба над головой. Мы, как всегда, с вами увидимся в следующем вкусном видео. Для этого вкусного, полезного и простого рецепта я беру один кабачок весом 400 граммов. Кабачок натираю на крупной терке или на терке для овощей по-корейски. К измельченному овощу добавляю 100 граммов овсяных хлопьев. Это 1 чашка на 250 миллилитров. И сразу же перемешиваю эти ингредиенты, чтобы овсянка сразу напиталась
соком кабачков. Затем я беру одну крупную луковицу. Лук нарезаю мелко. Хорошо измельченный лук идет к предыдущим продуктам. Также нам понадобится 2 средних зубчика чеснока. Но у меня чеснок мелкий, поэтому я беру 4. Пропускаю его через пресс. Также я добавлю сюда 2 яйца, 2 столовых ложки оливкового масла или другого растительного масла по вашему вкусу. Из приправ кладу хорошую щепотку черного молотого перца и 1 чайную ложку сухого базилика. И обращаю ваше внимание на очень важный момент. На этом этапе соль мы не добавляем. Иначе кабачки выпустят максимальное количество сока. Нам это не нужно, мы не будем отжимать кабачки. Рецепт максимально полезный. Сохраняем все полезные вещества. После того, как мы тщательно перемешали кабачковое тесто, убираем его минут на 10 в сторонку, чтобы овсяные хлопья максимально набухли. Овсяно-кабачковое тесто постояло и овсянка хорошо набухла. И вот только теперь я его посолю половиной чайной ложки соли. Очень хорошо перемешаю. Возьму противень, застеленный бумагой для выпечки. Для надежности бумагу для выпечки смажу растительным маслом. И сразу выкладываю сюда кабачковое овсяное тесто. И хочу вам сказать, что аромат у него потрясающе аппетитный. Пахнет так, что хочется съесть уже сырым. Тесто разравниваем по противню так, чтобы получился равномерный корж. Вот так. При этом не забываем делать аккуратный край. Теперь эту полезную будущую вкуснятину отправляем запекаться в разогретую духовку при температуре 200 градусов Цельсия или 390 градусов Фаренгейта. Пока основа выпекается, подготовим начинку. Для начинки я беру 1 сладкий болгарский перец. Ароматный перец нарезаю такими очень тонкими полукольцами. 1 крупный помидор нарезаю полукругами или четверть кругами, так же тонко, как и перец. Также для начинки я потру 100 граммов сыра. Если хотите, можно взять больше сыра или меньше. И также я возьму несколько ломтиков колбасы. Через 20 минут я вынимаю основу для пиццы из духовки. Она уже вот такая красивая и румяная. И выкладываю сверху начинку. Помидоры. Кстати, я думаю, вы заметили, что в этом рецепте мы совсем не используем муку и не отжимаем кабачки. Наша пицца будет очень вкусной и при этом полезной. Начинку выкладываем слоями, а перед добавлением сыра я ее немного посыплю базиликом. Согласитесь, получается очень эффектно и красиво. После добавления сыра я снова отправляю эту вкуснятину в духовку. Еще 10 минут и все готово. Вкусный ужин или вкусный обед. Готовьте с удовольствием и на здоровье, если этот рецепт вам интересен. Не забудьте подписаться на канал и нажать колокольчик,
чтобы сразу видеть и другие интересные рецепты. Ставьте лайк под видео и пишите ваше мнение в комментариях. А я желаю вам здоровья, радости и мирного неба. Мы с вами встретимся, как обычно, в следующем вкусном видео.